Как так получилось, что сошлись два абсолютных нарцисса? Тебе хочется просто расплакаться, потому что да что в конце концов происходит? Мне самому то есть страшно задавать такие вопросы. У меня паника была, потому что я же все придумала. И я подошла, помню, смотрю и понимаю, что похоже. Единственное, что меня спасла, это ваша знакомая, которая пришла и внутренним своим состоянием просто погасила агрессию Умара. Я бы хотела пережить своего ребенка. Дорогие друзья, всем добрый вечер. Добрый вечер, Султана. Добрый вечер, Ильх. Да, меня зовут Илья Борисовский. Мне выпала сегодня большая честь взять у тебя интервью или в простом просто побеседовать, познакомиться и, может быть, чуть шире раскрыть тебя более широкой аудитории, да, и узнать про проблематику, которой ты занимаешься, вообще в целом познакомиться в таком формате диалога. Я искренне рад тебя видеть. Спасибо. Я благодарен искренне твоему супругу Илимдару Сидосманову, с кем дружу с 21 года, за эту возможность взять у тебя интервью, что ты приехала и согласилась. Ты эксперт, как я понимаю, на уровне... ты расскажешь более подробно о себе чуть позже, да, то есть, но я понимаю, что ты уже на России достаточно серьезный эксперт в области работы с детьми с задержкой развития. Со стороны виднее. Я, наблюдаю 4 года. Вот. Также ты еще, я вижу, выходите за пределы страны нашей. То есть у вас есть международный опыт. Вот. Давай начнем с понятий. Тема нашей сегодняшней встречи – это тема взаимодействия. Разговорим ее с детьми с задержкой, и в том числе с задержкой в форме аутизма. Хотя бы я теперь знаю направление нашей беседы. Так, первый сюрприз раскрыт. Да, давай, у нас в гостях Султана Сидосманова, я Илья Борисовский, и у нас тематика «Правда об аутизме». Вся правда, вот как она есть, мы хотим ее сегодня с тобой разговорить, где-то углубиться, как с экспертом международного уровня. Ты достаточно сильный эксперт в стране у нас сейчас считаешься, да, то есть у вас богатый опыт, у тебя, у Илимдара. Женщину! Я делаю женщину! Я делаю Я хотел бы с тобой первое познакомиться, более широко представить нашей аудитории тебя, да, твой путь как человека, как женщины, как... Илья, можно я тебя прерву? Слушай, ты был бы шикарным пиар-менеджером. Просто шикарно. Ты так меня припрешь, я сейчас раскраснеюсь, просто так красиво все описываешь. Так, у нас камера для тебя вот здесь, вот поэтому... мне туда надо смотреть. Да, Нет, давай я на тебя буду смотреть. Я на самом деле, да, ты можешь на меня смотреть, я на самом деле говорю искренне и правду. Поэтому... Я тебе верю, ты всегда говоришь искренне и правду, но ты так красиво описал, что я смотрю, думаю, ты был бы роскошным пиар-менеджером, слушай. Хорошо, снято. То есть следующий, кем следующим мне... Вносите договор, контракт. С Илимдаром у нас была попытка уже это. Отлично. Итак, твой путь человека меня интересует. Вот где ты родилась, скажи, пожалуйста, маленькая девочка Султана, которая дает такую искру сейчас миру, такой дух, такую... Маленькая девочка Султана родилась в Минеральных водах, в маленьком городочке. Как город? Я в нем была-то несколько раз в жизни, потому что родилась в Минводах, но выросла я в еще меньшем городе, это Невиномысск. Кстати, я не сравниваю, по-моему, меньше он, да. Выросла в 16 лет, уже уехала в Москву. И уехала тогда, знаешь, как под предлогом получится, не получится поступить, потому что оплачивать возможности не было, и нужно было поступать на бюджет. И мы тогда поехали с мамой, и я поступила на бюджет, и они такие, ну что ж, придется оставлять ее в Москве. Меня так пристроили, чтобы я дальше оставалась и училась. Маму зовут? Маму зовут Нина. Нина. Нина Александровна. Нина Александровна. Фамилия как? Шерстнякова. Шерстнякова, да. А отца твоего зовут? Александр Иванович Шерстняков. Потрясающе. Ты просто сказал Султана Сейдосманова. Ты так автоматически фамилию мужа. А у меня в паспорте-то не стоит Сейдосманова. У меня стоит Шерстнякова. То есть фамилия отца осталась. Да. Давай вот больше
шире это развернем. То есть у тебя Султана, а ранее как у тебя было? Надя. Надежда, Надежда. да? То есть Надежда. Мгм. Вот родилась девочка Надежда в Невиномысске. Я знаю, этот Мгм. город прекрасный в нашей стране. Серьезно? Ну, я наслышан. То есть я еще сам не был, но мы с ребятами учились оттуда. Удивительно. Да. Мгм. Как ты приняла решение учиться, поехать в Москву, и на кого ты училась? И в 16 лет все-таки это выбор. Мы говорим сейчас про образование детей, в том числе, да, то есть с Мгм. определенными ограниченными, с развитием, да, Мгм. с задержкой. Я могу в терминах путаться чуть. Да ничего страшного, все поймут. Да, да. Мгм. Как ты приняла решение, что именно в Москву, и что тебя вело? Потому что 16 лет – это возраст как раз такой, 14-16. Так, ну начнем с того, что я же вообще не имела никакого отношения к этой сфере, и у меня не было там братьев, сестер с инвалидностью, и в окружении никого я вообще ничего не знала про аутизм и про эту сферу, в принципе. Я была в категории вот этих одаренных детей, про которые говорили: ой, какой самородок, ой, какая талантливая, ой, там умеет то, умеет все. И я же пела, и я пела много, и пела там с 6 лет, по-моему, то есть с раннего-раннего Мгм. возраста на сцене. И в 14 лет мы поехали на конкурс очередной, которых там уже было уже тьма тьмущая. Мы поехали, по-моему, это был Туапсе, и там я взяла лауреата первой степени, если не ошибаюсь. То есть такой прям значимая победа для меня была. И мне подарили тогда путевку в Орленок. Представляешь, Орленок, в те времена это вообще Да, типа, это это офигеть, вот это подарок. И в комиссии сидела председатель, которая работала заведующей отделением эстрадно-джазового колледжа на тот момент на Ордынке. И она на какой-то встрече, я вот сейчас детали уже не помню, она подошла к моей маме и сказала, что а привозите-ка вы ее учиться к нам. И мама спросила, а сколько стоит обучение, она назвала ей ценник, и мама такая: «Фу, ну как бы То есть это было сильно высоко. да, это было Мгм. сильно, то есть вообще никаких вариантов не было. Я тогда получала помощь от родителей, чтобы вообще как-то жить в Москве. Эта сумма была на месяц, и она была в 3 раза меньше, чем стоимость обучения. Ну, то есть, и это было, максимум, вот, пожалуйста, держи. Что могли родители Да, дать, что могли Мгм. дать, да. Вот, поэтому об оплате обучения, конечно, речи не было. Ну и плюс ко всему, все-таки, я думаю, их пугала Москва, это так далеко, это же как-то всем переезжать, что ли, туда. Ну, то есть никто не планировал. Да и я не планировала этого. Ну, то есть не было такого, что я грезила Москвой, я хочу туда уехать. Нет, я просто пела, просто кайфовала, все было хорошо. И Ты всё. пела и кайфовала? Пела и кайфовала, да. Ты можешь пару нот поднять сейчас? Что-что? Нет, Понял. нет, уже давно не пою. И Да? когда Элим что-то спрашивает, у меня говорит, нашел кого спросить вообще, я к этому не имею никакого отношения. Ты поменялась. Музыкант Маша Давай Сидорова. вернемся первое. То есть, что тебе, как ты приняла решение переехать в Москву? Как это решение Она повлияло просто на пришла тебя? ко мне, понимаешь, она пришла, она мне рассказала об этом, представляешь, вот так, вот так. И я такая: о, а я хочу. Она говорит: ты чё, подожди. Ну, как бы, это еще вообще не факт. Ты знаешь, что такое поступить туда на бюджет? Я такая: я поступлю на бюджет, поехали. И все, и мы поехали туда. И я, опять же, на экзамен я выложилась на все 300%, и я сделала это в удовольствие, в кайф. И прошла. Все, там 4 человека, знаешь, так заходишь. Слушай, я список прям, да, такой, кайфую сейчас. маленький, Да. списочек, и такой список поступивших маленький. Я такая: я прошла. И Так, всё. ты прошла, ты, Да. получается, училась на, там, условно, первом-втором курсе, и на каком курсе ты познакомилась с супругом своим? Так. Мне кажется, это был у меня 3-й курс. Насколько я знаю, я друг вашей семьи, просто он ухаживать начал именно тогда. Нет. Мгм. Я была на 3-м курсе, он поступил, по-моему, на 1-й курс. Мы просто познакомились с ним, потому что он был учеником моего же преподавателя по вокалу. И это было примерно так: здравствуйте. До свидания. Ну, то есть это все наше общение. Да. Я просто видела вежливого молодого человека, симпатичного. Он видел, как он сказал, яркая. Яркая. Но я вижу перед собой действительно яркую, искрящую. Яркая. Ну, не более того. То есть я просто смотрела такое, яркая. Но там, наверное, по-другому и не скажешь. Вот, и все. И мы не общались, у нас не было никакой беседы, у него была своя жизнь, у меня своя жизнь. А потом, ты знаешь, как интересно получилось? На 4-м курсе у меня была травма позвоночника. Мгм. И я не смогла сдать экзамены. То есть меня только прооперировали, я только встала, я только научилась ходить заново, и мне надо было сдавать экзамен. И я не могла петь вообще. То есть я даже стоять ровно там толком не могла.
И я позвонила тогда ну, как администрация или там учебная, да, вот эта часть, сообщила, что такая ситуация. Они говорят, ну, слушай, возьми академ-отпуск, как бы приезжай в следующем году, подключишься к следующему курсу, наверное, уже оклемаешься, встанешь на ноги и сдашь экзамен спокойно. И я подумала, ну, окей, ну, как бы другого варианта у меня не было. И получается, что я взяла академ, я приехала на следующий год в марте, я ж в общаге жила студенческой. И получается, в этот же год туда заезжает Элем. То есть если бы судьба. я закончила на год прошлом, да, то есть раньше, так, как полагается, мы бы вообще вы не бы не пересеклись. пересеклись. Вообще То просто есть, разошлись. случайности не случайно. Да, случайности, Случайно. случайности. Да. И я, получается, заезжаю, и он как раз только-только по ходу переехал, и я возвращаюсь. И наши комнаты вот так друг напротив друга, да, и такие, здравствуйте, здравствуйте. И у нас начинается ежедневное какое-то столкновение в коридоре. То он на кухне, то еще где-то, то я вижу какие-то там беседы в коридоре, то он приходит с вопросом, то я прихожу за помощью, а мне нельзя было тогда ничего поднимать тяжелого. И я не помню, как, ну, то есть мы как-то обмолвились, то есть как так получилось, я ему рассказала про травму, и он просто вежливо предложил свою помощь, говорит, если тебе понадобится сходить в магазин, там, в принципе, недалеко это было, но как бы все равно надо ходить. Он говорит, если что, зови, я все равно хожу, как бы я могу тебе помочь. Вот. И так как мне действительно нужна была помощь, я стала к нему обращаться, но я такой человек, который, знаешь, мне неудобно, когда мне оказывают помощь, мне надо как-то вот отблагодарить человека. И тогда из тех продуктов, которые я покупала, я готовила там себе поесть, обязательно ему приносила. Это потом я уже поняла, что, оказывается, он очень любит вкусненько поесть. И знаешь, как еще один путь коммуникации появился. Вот, и все. Через еду к мужчине. Да. А потом, знаешь, были такие моменты, у меня же на тот момент много кто, ну, скажем так, свататься приходил, да, на тот момент, если так можно сказать, там, знакомства какие-то, да, там замуж звали и так далее. Меня, ну, как бы не интересовал этот момент, то есть не было такого человека, которого бы я вот прям поставила на тот момент, сказала, ну вот, да, все четко, мы договорились уже, все, вот прям уже там какие-то серьезные вещи не было на тот момент. И я искала человека с двумя характеристиками, чтобы у него был очень твердый хребет, то есть чтобы он уверенно стоял на двух ногах, чтобы у него были какие-то такие, знаешь, фундаментальные вещи внутри себя, которые он твердо понимает. Можно положиться на человека. Можешь раскрыть это? И кто тебе заложил вот этот... Не знаю. Вот этот образ мужчины? Не знаю. То есть ты с ним была? У тебя было да, вот у меня какое-то было видение, вот мне нужно было, чтобы можно было на него положиться. Вот я так это себе, знаешь, прям представляю себе хребет такой вот внутри человека, знаешь, такой вот... Видение. Да, видение такое. Но при этом мне очень хотелось, чтобы было очень мягкое сердце. Потому что тех уверенных мужчин, скажем так, которыми я встречала, действительно можно положиться, да, там твердо что-то себе представляют, могут очень твердо обосновать там свое видение или позицию, свое мнение. Но при этом такие сухарики, ну, то есть вот очень сложно вытащить какие-то эмоции, какую-то вот такую чувствительность. Либо они пытались казаться суровыми, а не люблю, когда кто-то пытается казаться кем-то. Зачем? Все равно через некоторое время ты это узнаешь. Стесняются эмоций, чувств, мягкости какой-то. Зачем? У меня жуткая аллергия на вот эту, знаешь, на как-то напористую или как-то сказать такую напыщенную мускулинность, когда мужчина чересчур старается выглядеть брутальным. И вот именно старается выглядеть брутальным. Потому что на самом деле настоящий, на мой взгляд, брутальный мужчина – это мужчина, которого можно, знаешь, как в бороде или на голове из розовых резиночек хвостики заплести, ногти накрасить, не знаю, ресницы прилепить. На него смотришь, он все равно мужчина. Ну, то есть это не зависит от какого-то образа. Он либо есть, либо нет. И мы с ним, когда разговаривали в какой-то беседе, я специально ему рассказывала какие-то такие истории или какие-то такие темы поднимала, и все время заглядывала в его глаза, думаю, там, ну, есть какие-то эмоции, чувства, какая-то, знаешь, эмпатии хотелось, сожаления где-то увидеть, чтобы не было вот просто такая, знаешь, стойкость, равнодушие, покерфейс. И я увидела однажды это. Он прям так расчувствовался, там такой был, знаешь, щепетильный момент, какая-то история там была. Я ему рассказала, и я прям вот увидела в нем вот это вот палитру чувств, эмоций, сопереживания. Как говорит Женя, человека я в тебе увидела. Да, знаешь, такое мягкое сердце. И он, конечно, немножко застеснялся этого момента, но он застеснялся не в том плане, ой, ты этого не видела, да, это не я, это что-то там в глаз попало. Ну, просто неловко стало, такой там, типа, неудобно. Я говорю, да не, все в порядке. И я помню этот день, я забегаю так в комнату себе, в общагу, а у меня подружка сидела. Она его знает очень много лет, и я забегаю к ней и говорю, я себе мужа нашла. Она такая, кто? Такая, кто это? Я говорю, Эльмдар. Она такая, как?
Ну, то есть он же здесь вот столько времени, здесь рядом. Как ты это поняла вот именно сегодня и в этот момент? Вот, я говорю, да есть в нем вот это и вот это есть. Все, мне подходит. Она говорит, а он в курсе? Я говорю, ну, потом поймет. То есть ты поняла, что есть хребет и сердце живое. И есть мягкое сердце, да. Все остальное уже было неважно. Там, он будет меняться же с годами, все равно будут какие-то привычки меняться. Понятно, что он молодой где-то. Да, он был вспыльчивый сейчас, и тот это вообще разные вещи. Хотя кто-то его до сих пор считает вспыльчивым, на самом деле. Может быть, это и правда. Все познается в сравнении, да? Как вы вместе сколько уже бодаетесь, как ты сказала? Или сталкиваетесь? Вы сталкивались там? 15 лет же, получается. 15 лет, да. Почему я термин бодались? Потому что ты сказала, мы вот в соседних этих сталкивались. Да. То есть применяла термин. Да. 15 лет вы вместе? 15 лет мы в браке, да. 15 лет вы в браке. То есть вы знакомы больше, чем 15 лет? Там не намного больше. Там просто в один момент он такой сидел, такой говорит, а все, короче, надо жениться. Ну, о чем вы говорили с Эльдаром перед свадьбой и почему, какие ценности вас объединили, именно его и тебя? То, что было у него, то, что было у тебя, и с чем вы сейчас находитесь за эти 15 лет? Ты знаешь, вот ты сейчас задал вопрос, и я вот не могу в деталях прям вспомнить. Угу. Единственное, что могу сказать, что у нас абсолютно точно не было никакой романтики. Вот как бы мне, может быть, даже и хотелось бы где-то вспомнить какие-то истории, вот как однажды он там пришел, там, не знаю, что-то подарил цветы, что-то. Не было такого варианта вообще. У нас было настолько все как-то расчетливо, все так трезво как-то, так вот, знаешь, вот раз, два, так, вот этот пункт, вот это так, вот это классно. Вот это мне подходит, говорит, я вот всегда хотела, чтобы вот именно так было. Я в нем что-то увидела, и такая, ага, вот это тоже, ну, подходит этот вариант. Ну, то есть я как будто с блокнотиком, и он с каким-то таким внутренним блокнотиком, и просто в определенный момент он такой, так получается как бы полное совпадение. Блокнотики совпадают. Да, совпадают, и я такая, ну, получается, что так. Он говорит, ну, так тогда надо переходить к каким-то действиям, и все, и как-то все. Каким действием вы перешли? Вот если на 15 лет посмотреть, какие это действия? Да, 15 лет. Да, вот, макро, срез. Вы много сделали. Много всего сделали. Трансформации очень много было и с его стороны, и с моей стороны, потому что мы же не всегда вот это вот мы сошлись, и такие наши блокнотики всегда дальше совпадали. Пункты это дописывались со временем, с годами. Или появлялись новые. Или появлялись новые, да. Пересматривалось что-то. Если раньше это было, как, знаешь, как базовый компонент, ну, то есть это входило в изначальное понимание, и ты думал, что так будет всегда. А потом ты раз в определенный момент говоришь, а я больше так не хочу. Я теперь хочу по-другому. Вот когда ты хочешь по-другому, и ты видишь человека с тобой, который уже там, у вас дети, да, то есть я знаю, сколько у вас, 3 детей. Это Умар, это Аиша и Милашка, да, то есть к ним еще вернемся. Вот когда ты хочешь по-другому, и человек уже с тобой в одной лодке, а ты хочешь уже по-другому, что тебе помогает, чтобы твои желания и его возможности и желания совпадали? Чтобы ты посоветовала как мама своим дочкам, да, то есть своему сыну в будущем, как бы образ видения. Сейчас несколько моментов вспомнила, я попробую не сбиться с вопроса, запомни его, пожалуйста, чтобы я у тебя никуда не убежала. 2 пункта. Первый пункт, я вспомнила, как мы однажды беседовали с одним психологом очень классным. У нас не вышел почему-то наш эфир тогда с ним, то есть он записи с Элимом вел и со мной, я не помню почему, но он сначала провел интервью с Элимом, а потом со мной. И я его очень ярко запомнила, потому что это был психолог, который, знаешь, я вот так вот села просто перед ним, я подняла глаза, и он так вот поставил меня, знаешь, как будто под дупло пистолета взглядом, я себя чувствую, как будто меня приковали просто. И он такие точные вопросы мне задавал, что, знаешь, прям вот как будто прям по почкам, знаешь, вот прям вот в точности абсолютно все попадание, ну, то есть нельзя было ни вправо, ни влево никуда уйти, он прям очень ёмко меня держал в этих рамках. Ну, диалога имеется в виду. И в определенный момент он просто так вздохнул тяжело и говорит, одного не могу понять. Как так получилось, что сошлись 2 абсолютных нарцисса? И это было так в точку, потому что и он нарцисс, и я нарцисс. И единственное, что у меня на тот момент сразу пришел такой ответ в голову, потому что мы периодически друг другу уступаем сцену. Вот это, знаешь, я себе представляю вот эту сцену, темный зал, и вот эта пушка, знаешь, которая светит белым светом. Вот я так это представляю. Знаешь, в какой-то определенный момент я такая, welcome, пожалуйста. А в определенный момент он такой, теперь твоя очередь.
И мы вот Я как бы правильно друг понимаю, что вы уступаем. друг другу уступаете? То есть это ключ ваших отношений? Да, уступаем. И это первый момент. А второй момент – это то, Вы же что… очень сильные люди, то есть если так-то взять. Да, я когда чего-то хочу, я сразу начинаю думать, а что от этого второму? Мгм. Ты думаешь за другого. Да. Ну, я, по крайней мере, тогда не знаю, как Элим это Мгм. как бы рассматривает. Я как-то не спрашивала у него. Ну, вообще, в принципе, он всегда обо мне заботится. Я, в Это принципе, знаешь, ему касается... вчера только сказала о том, что, говорю, знаешь, вот мне кажется, из всех людей, которые тебя окружают, я единственный человек, который входит в эту VIP-категорию, о которых ты заботишься. Вот про всех остальных ничего не могу сказать. Вот я прям ощущаю его заботу, Мгм. потому что я первый человек, о котором будет беспокоиться. Как я себя чувствую, комфортно мне, некомфортно, получаю ли то, что я хочу, нравится ли мне то, что я делаю. Если я говорю, мне что-то не нравится, он такой, так, давай решать, давай решать, что решать, что, чтобы тебе это понравилось, да. Ну, нет такого, что там как бы он по щелчку пальца, да, там исполняет желание. Он вполне адекватный человек, и он понимает, что некоторые мои желания могут мне даже навредить. Но прежде чем мне даже отказать в чем-то разумном, он со мной поговорит, обсудит, подсветит мне все стороны, он говорит, ты точно этого хочешь? И были моменты, когда я такая, так, подожди. Ну, как бы, да, я как бы не учла все моменты какие-то, но это редкое исключение. Возвращаясь к твоему вопросу, если бы это было бы еще и рекомендацией или советом для моих дочерей, Да, для ваших. то точно не жертвовать собой, Мгм. то есть действительно говорить то, что нужно, стремиться к тому, что действительно хочется, но не так, чтобы, знаешь, то есть если ты не можешь мне это дать, кровь из носа прямо здесь и сейчас, вот именно так, как я хочу, то я пойду дальше. Ну, то есть я буду перебирать, я буду искать того, кто будет это делать так, как я хочу. Это какое-то, знаешь, для меня такое видение очень эгоистичное. Если я нахожусь в союзе с этим партнером, если я его выбрала, то мои последующие решения, которые сильно меняют наши взаимоотношения, значит, я должна учитывать его интересы тоже. Иначе так можно до бесконечности перебирать же. Вот эта партнерская рамка, она выходит за пределы ваших отношений? Двигаешься ли ты с этим навыком в команду, со своими партнерами? Я знаю, что у вас большая команда, мы к этому тоже еще вернемся, к вашему центру. Как помогает навыки, которые вы приобретаете друг с другом, с супругом, тебе во внешней жизни, в твоей экспертизе, в твоем профессиональном опыте, в работе с родителями, с детьми? Мне кажется, такой же принцип, он везде присутствует. Ты сейчас начал говорить, я, в принципе, и с другими людьми тоже использую похожую схему. То есть, если я даже чего-то хочу, я сначала думаю, а что другому, и как бы так это преподнести, чтобы это было для всех выгодно. Даже если это изначально мое желание, а не другого человека. У нас как-то был опыт, ты, наверное, знаешь вот эти игры, знаешь, когда садятся коллективом, я забыла, как они называются, трансформационные игры. Наверняка играл. Да. Я до сих пор играю всю жизнь. Я очень люблю вот эти вещи, мне настолько это нравится, потому что вот, ну, действительно, некоторые вещи, которые ты используешь в этой игре, по сути, это те же самые паттерны, которые ты используешь по жизни. Я прям каждый раз такие инсайты ловлю во время этой игры, потом надолго хватает впечатлений. И вот был момент, одна из последних игр точно. Там же нужно вытягивать, и ты берешь рандомную карту и просто смотришь на нее и описываешь то, что тебе кажется. То есть это не какая-то там, схема, типа теперь ты должен делать так, да, это чисто то, что ты думаешь, глядя на эту карту. И 10 человек будет думать о разных вещах, глядя на там одно и то же изображение, да, там горы, не знаю, там радуги и так далее. И были другие моменты, это когда тебе нужно действовать, там, допустим, я не помню, то ли кому-то отдать свои ресурсы, либо взять ресурсы, либо нужно какое-то решение принять, то есть какое-то такое рандомное действие, которое тебе нужно сделать во время игры. И получается, что передо мной, по-моему, был Элим, как раз по ходовке, и он вытягивает карту судьи. Я в Лилу с Элимом играл, я помню. Лила трансформационная большая. Но это была не Лила, что-то другое было. Похожая, наверное, такая история, да. И он вытягивает карту судьи, и ему ведущая говорит, вот этот ты должен сейчас встать и, допустим, решить за других участников, кому что передашь, какие ресурсы. Я помню свои ощущения, потому что я так смотрю на это, думаю, боже, как хорошо, что это не я. Как хорошо, что не мне досталась эта карта, потому что я не могу вывести такую ответственность. То есть для меня это
Это прям тяжело, это прям больно и страшно физически. Думаю, если бы мне пришлось такое решение принимать, да это же просто ужас. Это у кого-то что-то забрать, кому-то да я буду врагом народа для этого человека, я буду милостивым для этого человека, но при этом еще не факт, что это мне будет на пользу. Ну, короче, я не хочу в этом участвовать. Можно я просто посижу, слава богу, что это не я. Или быстро принял решение, как бы там раскидал все, кто-то там, естественно, надул щеки, потому что почему у меня забрали, другой сказал, как классно, что мне дали. Вот. И получается мой ход, я и абсолютно из другого места вытягиваю карту, и мне достается карта судьи. Ведущий так, подождите, говорит, сейчас мы проверим. То есть что-то такое вообще, как так получилось, что 2 раза подряд. И я понимаю, что я только что подумала о том, что я не хочу вот это решение принимать. И когда я встала, я обратилась к ребятам, я так примерно так посмотрела на их ресурсы и поворачиваюсь, говорю, скажи, пожалуйста, ты можешь выбрать тот ресурс, который тебе не сильно жалко, и отдать его вот этому человеку, потому что этому человеку очень нужна помощь, у него очень мало. А вот у тебя, пожалуйста, вот выбери тот, который тебе больше всего, чтобы тебе тоже не сильно обидно было, и давай там отдадим кому-нибудь вот этому или вот этому. То есть получается, что даже в этой ситуации я старалась дать им выбор и обосновывала решение, чтобы они не сильно на меня злились, чтобы не сильно на меня сетовали, что почему ты именно меня выбрал, почему ты решила у меня забрать. Это про качество злости или про качество твоей справедливости? Не знаю. Внутренняя справедливость и внутренний баланс, чтобы не забирать у слабых. Мне кажется, это про многое вообще, Илья, потому что здесь можно говорить о том, что я хочу быть хорошей, да, я не хочу, чтобы на меня злились, я не хочу, чтобы на меня обижались, я не могу принимать какие-то кардинальные меры, возможно, да, то есть, может быть, это моя слабость как раз. А с другой стороны, можно посмотреть на эту картину так, что я принимая какое-то решение, которое нужно мне принять, или что-то мне нужно реально изменить, я стараюсь другому человеку так это подсветить, чтобы как будто бы и ему это тоже что-то, ну, как казалось бы, наилучшим вариантом таким, да. Да, и было полезно, то есть нам. Да, чтобы он не просто смотрел это как дай сюда этот камень и отдай его тому, а чтобы человек подумал, ну, блин, спасибо, что хотя бы там вот такой ресурс забрали. Я тебя благодарю. Что бы ты пожелала сейчас своим родителям? Очень много здоровья. Ты знаешь, мне так страшно от того, что в какой-то момент их может не стать. Ну, то есть время так сильно убегает, так быстро. Я в какой-то момент осознала, я же даже не часто езжу. И я подумала, а сколько у меня осталось таких поездок? А сколько вот таких вот встреч, да? Да, сколько утра с мамой, да, и кофе стаканов. Угу. Прям хочется, знаешь, вот прям побольше здоровья, потому что все остальное у них есть. Не могу сказать, что они в чем-то нуждаются, но вот в здоровье, да, вот хочется, чтобы у них было побольше силы, энтузиазма, какой-то вовлеченности, желания оставаться здесь и чувствовали себя получше, чтобы не было желания вот это все уже, знаешь, не хочу как бы болеть, не хочу мучиться, хочу уже поскорее. Да, устала от жизни, да, не хочется такого абсолютно. Вот, наверное, единственное, что бы пожелала. Я им очень благодарна, они такой путь прошли, много что сделали для меня. Сколько они вместе? Если честно, я боюсь сейчас ошибиться, но мне кажется, там 50 лет уже было. Но я вот в этом плане... Поздравляю, это хорошая. Такая, знаешь, дочь, которая не помнит таких вещей. Но зато честно, да, про правду. Скажи, пожалуйста, вот принять решение, ты поменяла имя? Да. На базе каких решений, каких ценностей своих ты пришла к такому решению, когда тебе сколько было, и на что это повлияло в твоей жизни? А 18 лет, когда я, получается, приняла решение, что я все-таки приму ислам. Угу. Это на базе веры, получается. Да, но это, знаешь, как было не то, чтобы мне сказали, теперь ты должна поменять свое имя, потому что там твое, что там не соответствует. Не было, это нормальное имя Надежда, в принципе, ничего у него плохого, никакого смысла в нем нет. Но было еще несколько факторов. Ну, во-первых... Для тех надежд, которые для нас смотрят, Надежда хорошая. Хорошее имя, да, прекрасное имя. Был просто такой момент, который преследовал меня до 18 лет. Это когда ты говоришь, и как тебя зовут? Ты знакомишься, говоришь, Надежда. Она говорит, ну, это, наверное, типа ты переделала просто, да, там, наверное, Надин какая-нибудь, то есть какие-то варианты мне Надир приводили. Я говорю, да нет, вот прям Надежда, вот прям Надя. И они такие, ну, понятно. Такие,
Ну, типа, не хочет рассказывать. Да не стесняйся, скажи, как есть. Я такая, да я не стесняюсь, это реально мое имя. И вот эти вот беседы, они меня напрягали, если честно. Вообще, в принципе, вот этот вопрос преследует меня всю жизнь. Кто-то по национальности, кто-то по национальности. Вот, и обычно после национальности спрашивают, а как зовут? Ты говоришь Надежда, они такие, вообще ничего не понятно. В общем, я подустала немножко от этих разговоров, и в определенный момент я подумала, что ну раз такой повод, может, имя взять другое. Как бы пусть будет Султана. Вот я полистала, мне так понравилось, красивое такое имя, значение такое классное. Ну, тем более у тебя Султан вместе, вот ты живешь с Султаном. Да. Таким. Угу. Ну, так как ты знаешь, так сошлось. Просто мне лень было документы переделать. Причем, знаешь, некоторые мне пишут там в комментариях под прошлым рисом, что типа смене имени. Ой, что ты там типа заливаешь, там документов-то всего паспорт, СНИЛС, там еще какие-то документы, типа вообще не вопрос поменять. Меня не пугает паспорт, СНИЛС, там, не знаю, страховой и так далее. Сертификаты. Ты представляешь, сколько их у меня? Это что, мне надо во все эти организации писать, просить переделать сертификат, проследить за тем, чтобы их заново все получить. Сертификаты, мы сейчас логику чуть туда вернемся. А ты была музыкантом, то есть шла по музыкальному пути, и в какой-то момент ты приняла решение заниматься детьми, заниматься профессионально, не только как мама, да, то есть и сертификаты отсюда, правильно я понимаю? Твое образование пошло как раз самое сильное, вот отсюда экспертиза пошла. Да, правильно понял. Скажи, пожалуйста, что повлияло на твое образование как эксперта сейчас? Кто ты по образованию, кто ты как эксперт? Вот расскажи о себе подробно здесь. Ну, получается, моя основная компетенция – это я поведенческий аналитик, дефектолог, логопед по дополнительному образованию. И моя основная специализация – это работа с детками с особенностями развития. По большей части это, конечно, дети с расстройством аутистического спектра. Это самая любимая моя аудитория и самая такая вот самая большая. Но туда все равно присоединяются, как ни крути, дети с задержкой психоречевого развития, задержка там, социального развития, экспрессивной речи, то есть какие-то такие схожие диагнозы полегче, попроще вроде как, либо недодиагностированные дети. То есть этот момент тоже нельзя исключать. Они могут 3-4 года ходить с диагнозом ЗПР, пока наконец-таки там, допустим... Диагноз ЗПР – это задержка? Задержка психоречевого развития, да. Ну, типа общее такое, да, вот есть какая-то общая задержка, но конкретно, допустим, они еще не пришли к хорошему там психиатру, который точно бы поставил, что нет, ребят, все-таки это расстройство аутистического спектра. Поэтому я тоже с ними работаю. И благо, что я не ограничена диагнозами, то есть у меня нет такого, что моя специализация – это только для детей с аутизмом. Без разницы. Если я вижу проблемы в развитии, недостаток навыка, я беру и делаю. Мне не важно, что там написано в документе. Все-таки ЗПР это раз или еще что-то. Ну, навык важнее, да? Да. Как ты пришла к этому образованию? То есть что принять решение, ключ? Да, я же, получается, исходя из того, что моя специальность была музыканта, да, артист эстрады, и я, в принципе, дальше работала в этом направлении. И еще до колледжа я, в принципе, имела опыт преподавания, ну так случилось просто. И после окончания колледжа я пошла преподавать также деткам. Но я преподавала нормотипичным детям, естественно, вокал. То есть Нормотипичным – это дети без диагноза. Да, без диагноза. Да. Ты занималась детьми, то есть, получается. Да, детки, которые хотели научиться петь, выступать на сцене, я преподавала. Я работала в музыкальной школе, в Доме искусств, то есть все как полагается, как у обычного преподавателя. А когда родился сын, я ушла в декрет. Сын Умар родился? Сын Умар, да. И я очень тщательно готовилась к этому, я там кучу методик перечитала, я прям вооружена была до зубов просто этими книжками, пособиями, всевозможными игрушками, методологиями, как, что, где, в каком возрасте я буду развивать, вот это правильно, вот это неправильно, то есть просто максимальная подготовка была. Это была моя ошибка, на самом деле. Фактически я до родов уже, знаешь, прожила всю свою жизнь с ребенком, все придумала, все расписала, как мы будем читать книжки, лепить, рисовать, заниматься художеством, изучать английский язык. В общем, я все придумала. И рождается мой ребенок, который просто в хлам все эти планы рушит. Такое, знаешь что? У меня другие планы на эту жизнь. То есть Всевышний Бог тебе дал другого ребенка, вообще который поменял твои планы, правильно? Абсолютно. Ваши планы. И я понимаю, что это не работает, это с ним не работает, это с ним не работает. Это что происходит вообще? И я думаю, так это, наверное, я просто не очень-то умненькая, походу. Я пошла к другим специалистам, я начала брать консультации. Они такие, слушай,
должно работать. Непонятно, вроде все окей, непонятно. Кто-то, я думаю, просто боялся мне сказать. Я уверена, что были специалисты, которые видели. Которые видели правду, честно. Да, но они боялись мне сказать, потому что он был маленький, наверное, не хотели меня ранить. Маленький это сколько? Вот ты когда, то есть для родителей, которые нас смотрят по возрасту, вот где наблюдать? После года я уже видела, что он не ведет себя так, как другие детки. Как ты обратила внимание свое, что... Ты приходишь с ним на вот эти типичные развивающие занятия, думаю, мамы поймут, вот где они так сидят на подушечках, и там все вот эти песенки поют, там что-то на музыкальных инструментах играют, такие, знаете, малышовые занятия для самых-самых ранних малышей таких маленьких. Он просто встает и идет, и песочек перебирает целый час, вот так вот стоит. Все дети вовлекаются, им интересно, моему вообще ровно. Он просто уходит или вообще какими-то другими вещами занимается, и я его вожу день-два, они такие, наверное, адаптация. Неделя, месяц, вообще ничего не... Он как стоял в песке, так и стоит в песке, играет. И я просто сижу на этой подушечке и одна пою эти песенки вместо ребенка. В определенный момент ты поешь их, и тебе хочется просто расплакаться, потому что да что в конце концов происходит. И я начала перебирать специалистов. Да, ну, представляешь, какое разочарование. Все на тебя смотрят таким грустным видом, и я думаю, что они догадывались, просто ничего не говорили. Сколько лет назад это было? Ну, ему сейчас 14 будет в январе, получается, 13 лет назад. 13 лет назад. Да. 13 лет назад ты заметила, что твоего ребенка... Да, но это знаешь как, я не рассматривала вариант диагноза. Я думала, что это со мной что-то не так, у меня просто не получается, и меня это злило. Я не рассматривала вариант того, что у него что-то... Много родителей, с которыми ты сейчас работаешь, и ваш центр работает, рассматривают, что это не с ребенком, а с ними что-то не так? Да, регулярно. Ну, где-то 1 из 3 мам приходит... 30% получается родители рассматривают, что они какие-то не такие. Да, это моя ошибка, они говорят такие формулировки, это я виновата, это я запустила. Ну, либо папы говорят так, мама приходит такая с грустным видом, а папа говорит, ну, на самом деле это она виновата, просто она как бы им не занималась, поэтому вот она запустила ребенка, и вот теперь у него аутизм. Я говорю, так не работает. Я видела детей, в том числе и мой, с которым чуть ли не с пеленок я там скакала, да, с утра до вечера развивала, и это никак не сказалось на том, что... Откуда это? Это генетика? Это... Ну, мнения разные, да, и генетику тоже. тоже. У тебя 1000 человек прошло, да? Да, уже больше. Больше 1000 детей, да? То есть и родители, это то есть большая выборка у тебя. Ну и плюс я со специалистами общаюсь, но в целом до сих пор нету какого-то единого мнения, что это вот точно по этой причине, вот здесь нарушено, вот именно такая последовательность проблем, поэтому это приводит к этому. До сих пор все еще разговаривают, генетики говорят про свое, и они действительно опираются на что-то такое важное, фундаментальное. А те, кто занимаются экологией, вопросами питания, они говорят, вот здесь тоже есть очень много вопросиков, да, и в целом они тоже приводят достаточно разумные аргументы и факты, и ты такой... Блин, ну да, тоже весомо. Еще и третья сторона есть, потом еще сюда родовспоможение, как проходит беременность, какие обследования и манипуляции проводятся, там огромное количество факторов. Вот. Ну и плюс ребенок уже родился, тоже воздействие окружающей среды, что сделали, что не сделали, когда сделали, как сделали. И получается, что в совокупности все эти факторы могут повлиять, там, допустим, пусть не все, но какая-то часть, и в итоге это приводит к такому нарушению. Но точно не потому, что было все идеально, и вот мама ему только внимания не уделяла, и он такой бац, в 1,5 года. То есть у многих родителей может сейчас сняться вопрос вины, потому что критерии, по которым сейчас это происходит, они настолько большие, их настолько много. Да, абсолютно. Что мы не можем прогнозировать эту модель никак. Нет, потому что есть огромное количество примеров, когда детям чуть ли не там с пеленок дают планшеты, ставят, и они еще на этих планшетах, мультиках развиваются, еще несколько языков знают, считают, пишут, читают, и вообще очень развитые детки. А есть дети, которым вообще никогда в жизни не давали те же планшеты, телефоны, только старались с ними заниматься, а там аутистичный спектр. Аутистичный спектр, раскрой тему, и насколько масштабная эта проблема сейчас в мире, в нашей стране, Москва, может быть, где-то в регионах больше, меньше? Ну вот так, если глобально отойти, у нас есть 2 организации, которые ведут статистику. Это CDC и ВОЗ, да, международная Всемирная организация здравоохранения, да. И CDC. CDC – это Центр по контролю заболеваний, но это США именно организация. И, допустим, CDC на 2025 год, если я правильно помню, может, поправят, да, это 1 из 31 ребенка статистика. Это прям много, потому что помнится мне 2018 год или 2016 год, помню, был 1 из 88. То есть он даже 3 раза за 7 лет? 3 раза. Очень сильно растет.
да. ВОЗ другую статистику дает. Он говорит, что типа 1 из 100. Мгм. Мальчиков больше, чем девочек. В Мгм. 4 раза там, по-моему, приходится. Мгм. В России где-то мне попадалась, по-моему, организация «Антон тут рядом», кажется, организовывала подобное исследование. Я Антон? точно не помню. Да, это такой фонд есть Мгм. благотворительный, и там тоже были какие-то данные. Если честно, не помню статистику. Помню, что там они определили диагностированных по Российской Федерации 76, по-моему, тысяч детей с аутизмом. Детей. Но Возраст это от года до... до 8 лет, по-моему, там была граница. Но это не совпало с ожиданиями. Ну, то есть они ожидали увидеть цифру больше, потому что как-то не очень это... Типа масштабно? Да, то есть 76 что-то как-то маловато, подозрительно маловато, должно быть больше. Соотношение с миром. Да. Но у нас в России, насколько, опять же, я знаю, нет такой организации, которая постоянно ведет такую статистику наблюдения и исследования. То есть это вот было там рандомно, может, 1-2 раза провели, как бы, и вот такие данные. Давай получили. тогда поймем, аутизм и расстройство – это что? Что понятие дать? Это как? В принципе, Видно расстройство. Я бы остановилась родителям на там. формулировке расстройства аутистического спектра. Мгм. Вот это самое главное, что нужно понять, потому что все думают, что типа там, ну, если у нас аутичные черты, то как бы это не аутизм. Если есть аутичные черты, то вероятнее всего все-таки это спектр Мгм. уже. Нет уже такого критерия, что типа Спектр если это более большой понятие. да, то есть, ну типа если это ЗПР с 3 аутичными чертами, то это как бы не ЗПР аутизм. это... ЗПР – это задержка психоречевого развития с аутичными чертами. Вот я иногда встречаю такие диагнозы, допустим, где-то в регионах. И родителей так утешают, ну типа 3 как бы там черты, 4 черты. А где этот предел? Где вот 4 черты, а 5 это все уже аутизм. Нету таких критериев. И я бы ориентировалась вот именно на формулировку расстройства аутистического спектра. То есть туда входят дети как низкофункциональные. Это дети, которые нуждаются в максимальной помощи, максимальном поддержании навыков. То есть это очень много подсказок, это постоянный контроль, это самообслуживание от взрослых. То есть внимания такой ребенок будет требовать очень много. Там низкий уровень навыков, там может быть умственная отсталость очень глубокая. То есть там большие проблемы, большой комплекс такой, да, и там много работы. А мы можем говорить о другой крайности. Это высокофункциональные дети, это другая граница этого спектра. Это более нормально. Ну, то есть но они адаптированные приближены, да, они настолько приближены к нормотипичному показателю, что, ну, допустим, большинство людей, глядя на них, вообще не сразу поймет, что у них есть какое-то нарушение. Это может рассмотреть специалист и родитель, который уже давно знает и что-то там подозревает. Как это может проявляться? Ну, допустим, такие детки могут прекрасно разговаривать, ну, более-менее, да, вести диалог, общаться, выражать свои мысли, там, желания. Они могут абсолютно спокойно осваивать учебную программу школы, они могут ходить там на секции, кружки, но при этом у них все еще будут сложности социальной коммуникации. То есть завести дружбу для них это сложно. То есть они будут все равно отличаться, потому что они могут, допустим, не соблюдать там границы другого человека, слишком близко подходить, слишком навязчиво вести беседу, не понимать контекста, не понимать шуток или говорить какие-то вещи, которые могут обижать другого человека, но он это не говорил с точки зрения, чтобы обидеть человека, он просто говорил какой-то факт. Например, может какому человеку сказать, там, ты толстый. Но он говорит это не потому, что он хочет тебя обидеть, а просто как бы как констатация факта на его усмотрение, что данный человек является толстым, а кто-то на него обидится и даже может подраться за это, да. Вот, Это и другая культура, условно. они по-другому это видят. Да. И проявляют себя в мире. Да. И получается, что и этот ребенок расстройства аутистического спектра, и этот ребенок расстройства аутистического спектра, но это совершенно разные дети. Есть еще где-то посередине, да, там где-то полегче, где-то посложнее, то есть все познается в сравнении. Тут еще такой момент, вот ты сказала, что ну, как бы можно выдохнуть, что как бы мама может снять с себя чувство вины, типа не беспокоиться, что это она была виной, да, там, допустим, этого диагноза. Есть другой момент. Она может быть не причиной этого диагноза, но ранняя диагностика. Вот почему, допустим, там в США очень часто об этом говорят, и они настаивают на том, что чем раньше будет диагностировано нарушение, тем раньше нужно включить помощь, коррекцию, терапию, то есть нужно заниматься с ребенком, формировать эти навыки, не нужно ждать там 5, 7, 8, 10 лет, нужно заниматься.
У нас эта проблема, причем чем дальше от Москвы, вот я езжу с интенсивами, да, в разные регионы, и я вижу эту разницу, не хватает знаний и информации родителям об этом, они просто не знают. И когда 5, 6, 7 лет, когда они начинают проходить комиссии для школы, и вот тут выясняется, что... То есть у нас отсечка – это школа. Да. Есть ли инструкции какие-то или у вас сформированные в центре, центр, ты основатель, он, как его название? Центр Султана. Центр, да, Султана, Да, все да. правильно. Вот центр Султана или у твоих коллег есть ли какие-то инструкции, чтобы вот или видео там популярные в интернете, которые позволяют родителям обратить внимание свое до школы? Да, все мои социальные сети, ТикТок, Ютуб, запрещенограмм, любую социальную сеть Телеграм, любую социальную сеть возьми, я постоянно об этом говорю. То есть я этого и добиваюсь, чтобы вот эти видеоролики, какие-то короткие либо длинные, они попадали в руки тем людям, которые посмотрят такие: так может это про нас? А что там еще говорят? А что там еще? А что там еще? И потом они уже пришли на консультацию с каким-то пониманием того, что что-то не так, и что-то нужно делать сейчас, а не ждать решения комиссии. Но или это же психиатра. очень сложно, соответственно, такой ролик попасть, скорее всего. То есть, если ты не замечаешь, то есть это особое внимание ребенку, или как, я вот не понимаю. То есть, вот если школа, там есть порог, там есть конкретные критерии. Если мы там как родители, да, то есть и у тебя нет этого в образе, то вряд ли куда-то сначала пойдешь, изучишь это. Я не знаю, насколько здесь вероятность высока. Ну а как у меня это получилось? В 1,5 года мне позвонила моя мама, она смотрела какую-то передачу по телеку вообще там. Я не помню её фамилию, какая-то артистка была там. И во время интервью она увидела ее сына, и он вот эти вот движения ручками делал специфические, там стимулятивное поведение было, он там что-то такое было, какой-то момент, и камера прям застала этот момент. И вот эти вот вокализации у него были такие специфические. И вокализации это, не знаешь, такие звуки издают, они вроде бы как будто бы распевают что-то, вот что-то такое вот, называется вокализацией. И мама такая: «О, это Марик». Она вот такая, то есть образ сошелся. Просто образ сошелся, да. Вот сходится, да. И она такая: «Ой, это Марик, а что это с ним?» И там как-то беседа шла, она говорит: «Ну, вот у него аутизм». Там, то есть она такая: «Так это аутизм?» И она мне позвонила и такая говорит: «Так, слушай, у Марика, походу, аутизм». Ну, я вам такая, в принципе, решительная в этом плане. Меня это очень сильно возмутило. Я говорю: «Что за глупости? Что ты придумала такое? Не может быть такого». Все. Говорю: «Нет, ты там насмотришься своего телевизора». В общем, я не приняла этот факт. Я рассказала Эльму, и он тогда открыл YouTube, помню, и он так начал гуглить просто аутизм. И ему стали выходить эти ролики. И он просто одного просмотрел, второе просмотрел, третье, и такой сел в какой-то момент, говорит: «Слушай, ну подойди сюда, вообще похоже». А у меня паника была, потому что я же все придумала, я же все спланировала. Какой аутизм? Он не вписывается в мое видение, понимаешь, как это так? И я подошла, помню, смотрю и понимаю, что похоже. Я как раз на него поворачиваюсь, вот так вот он сидит там, шкафчик, дверку вот так открывает, закрывает, открывает, закрывает. Он там полчаса уже сидит, это закрывает, открывает. И так потихонечку доходит, что, наверное, что-то в этом есть. Тут другой момент, наверное. Я пострадала, может, где-то месяцок. И потом такая села, такая: «Так, ладно, что там есть у нас по аутизму?» И начала серчить это все в безумном количестве. Какие есть литература, книги, ролики, лекции, что там есть. Давайте все, сейчас будем погружаться, изучать этот вопрос. Не может же быть нерешаемой проблемы. Вот. А кто-то может провалиться сильнее. То есть ты из проблемы пошла в решение? Угу. Это было 14 лет назад, да. 13. Да. 13 лет назад, видя ту Султану и зная себя сейчас, что ты бы той Султане сказала? Какой путь ей надо было пройти? Мир ей дал такой путь, миссию. Для чего ей это? Ты все равно все делаешь правильно. Будет сложно, просто продолжай двигаться дальше. Я думаю, так. Потому что какие-то, знаешь, говорить: «У тебя все получится и все будет закончиться замечательно». Ведь еще ничего не закончилось. У меня растет ребенок, и путь продолжается.
Сказать, что мне было легко благодаря тому, что я взяла все в свои руки и решила проблему, это тоже ложь. Я все еще в пути, я все еще погружаюсь в это все и продолжаю помогать ребенку. Сказать, что все было плохо, мне было так тяжело, я такая жертва, я просто вот не могу, я еле выдерживаю, прохожу этот путь, это тоже будет неправдой. Ну, во-первых, у меня есть с чем сравнить, и я вижу колоссальное количество семей, которым гораздо тяжелее, чем мне, и я восхищаюсь этими семьями, этими родителями, которые продолжают вывозить эту тяжесть и работать изо дня в день со своим ребенком, не опускать руки, поэтому мне вообще грех жаловаться, в принципе. И у меня много радужных и замечательных моментов. Но не все так просто. Были моменты, когда я просто садилась, знаешь, на мне еще просто висит вот этот вот груз, как я это называю, ответственности. Когда ты перешел из ранга мамы в ранг специалиста, и на тебя уже смотрят не просто как на обычную маму, а на человека, который, Человек, если... которого можно пожалеть или нужна помощь, Да, который сам да, ты дает же помощь, и ты специалист. вселяешь надежду, да, то Да, есть и не только да, то надежду. есть ты же специалист, ты должна знать, ты должна справиться с этим. В смысле ты не можешь справиться с этим? Помимо того, что ты специалист, ты мама же еще Да, у да, тебя, да, то да. есть... Да, эта мысль, она вот тут у меня стоит все время. Я уже перестала так прям на нее, я просто за ней наблюдаю, что она у меня есть, как бы я уже не включаюсь в эту гонку, но она никуда не делась. И если раньше она меня угнетала, эта мысль, а сейчас я понимаю, что это а, с одной стороны сила, а с другой стороны это то, что помогает другим родителям вдохновляться. Если я опущу руки, то некоторые из них посмотрят и скажут, ну, если она сдалась, то как бы... Если Султана Сидасманова Да, сдала, да, то что есть... нам-то тогда это пробовать? Не, надо пробовать, как бы не было тяжело, но разбираемся дальше. И, может быть, у остальных появится мотивация, энергия дальше погружаться в это. То есть ты человек-маяк, Да, наверное, ты вот что-то такое человек света, и вот есть. тот, который путь вы идете, да, то есть с супругом вы ориентиры для других родителей, их достаточно много, в Ну, принципе. то я есть- опираюсь на то, что они говорят, такие люди есть, да. Они говорят, вот мы смотрим, как бы у вас руки не опускаются, мы с вами. И знаешь, это как какая-то ответственность, ты такой думаешь, так, окей, я понял, тут, походу, не я одна. Мгм. И даже когда момент, вот меня бывает так накрывает, я сажусь, просто, знаешь, вот так вот, я устала. Все, я не хочу ничего. Я не знаю, что делать. Все, у меня вот просто пустота такая, вот обезьянка в голове такая, знаешь, с этими. Слушай, у меня, честно, не сходится вот этот образ, который я сейчас перед собой вижу, с горящими глазами, красивой женщины, потрясающая, Ну, ты просто видел меня так. живая, да, то есть потрясающая улыбка, потрясающая просто, ну вот красоты источаешь, Спасибо. внутренний вот этот облик, да, наружу, который идет. И той женщиной, мамой, женой, которая ежедневно справляется со своей задачей, как мама, да, и жена, так еще и специалист, у которого в команде у вас, по-моему, 35 человек, да, Мгм. сейчас Мгм. в центре, там, насколько я знаю, 150 или сколько Да, уже детей, больше. да, уже больше. У вас, Мгм. по-моему, 3 центра сейчас, Мгм. да? 4. 4 центра, это в Москве, это Одинцово, Голицыно, Москва и Якутск. и Якутск вы открыли недавно, Мгм. да, то есть и есть планы, скорее всего, дальше двигаться. Дальше есть, То да. есть если ты захочешь, поделишься ими. А я не понимаю, но я очень хочу ощутить и нащупать, а в чем сила-то вот эта твоя? Что или кто тебе дает эту силу, как ты ее... Есть у меня убеждение такое, что если мне дана какая-то задача, вот она возникла, я в нее попала, или меня в нее привели, или это случайность, как может казаться, или стечение обстоятельств. Моя любимая говорит, случайность – это случай оттуда. Случай, Случай, интересная да. формулировка, ни разу не слышала, да. Интересно. Ага. Ну, в общем, она мне дана не случайно. Вот, если она мне дала, значит, я могу с ней справиться. Причем, знаешь, как я не рассматриваю вариант идеально справиться. То есть формула такая, если это дано, то я могу. Мгм. Я не идеально. Не могу не идеально справиться, могу, может быть, даже не так это сделать. Но если она мне дана, значит, я что-то должна с ней делать. И знаешь, как это, если долго думать, то до дел руки не дойдут, да. То есть думать важно, но делать тоже что-то нужно с этим. И получается, что вот в моменты, когда мне тяжело и у меня нет идей, я научилась давать себе пространство,
для того, чтобы ничего не делать и не принимать решений. Я не обязана, как волшебник или как джедай, сию секунду вынимать какие-то решения и вот так вот справляться со всеми, знаешь, как в фильме. Это, знаешь, философия буддизма, то есть ничего не делание — одна из сильнейших практик. Может быть, так и есть. Но на это самом очень деле. тяжелая практика для... Да, но ты знаешь, как фраза такая, ну пока так. Вот мне нравится эта фраза, прям нравится она мне. Вот если я не знаю, что делать, я такая, ну пока так. Что бы ты пожелала родителям и посоветовала, которые вот только-только в начале этого пути, который ты идешь 14 лет, и с кем ты его идешь, этот путь? Кто в окружении твоем, кто помогает? Не двигаться в напряжении, не решать что-либо в напряжении, в страданиях, в состоянии войны. Я буду бороться, вот эта позиция. Мы будем сражаться с аутизмом. Аутизм — это часть ваших детей. С кем вы сражаетесь, с кем вы там боретесь. То есть это принять? Да. Вот, Это знаешь, сложно. такое изъезженное, на самом деле, слово «примите». Это такое какое-то громкое слово. Мне кажется, что я его до конца стала, и то, может быть, кстати, не до конца, это мне так кажется, я стала понимать глубже его, когда он стал подростком, то есть когда Умар стал подростком. Я пересмотрела это. Я думала, что я его полностью принимаю. Но когда я увидела его созревание как парня взрослого, когда у него сменился голос, он стал выше меня, у него размер ноги 42, у него усы, ну то есть он разговаривает басом, он подходит, что-то там буркнет, а я вздрагиваю, потому что, боже мой, ну то есть мужик какой-то тут ходит. И я вот так помню, сижу, вот так на него смотрю, и у меня так слезы льются, и я понимаю, что я, походу, я не готова была к такому. То есть ты как будто бы идешь куда-то и думаешь, что у тебя еще есть время, еще, ты куда-то вот пытаешься успеть. А потом бац, а там уже подросток, и ты такой сидишь на него, смотришь, так, подождите, мы что, уже до сюда добежали? То есть он уже такой взрослый, уже столько времени прошло. И в момент, когда это первый раз случилось, я тогда, знаешь, что сделала? Рекомендую, кстати, эту практику родителям, если вдруг это цепляет. Я его укладывала спать каждый вечер. Ну, банально, типа одеялком укрыть, в щечку поцеловать, сказать спокойной ночи, ну, то есть выключить свет. Совсем не банально. Да? Да. Ну ладно, хорошо. Короче, я приходила, у нас это ритуал такой. И я вот прихожу, вот он ложится, он улыбается, я его укрываю, целую в щечку, говорю спокойной ночи, он мне говорит спокойной ночи. Я вот так на него смотрю и начинаю про себя. Я не вслух это говорила, а про себя. Я говорила, я принимаю тебя вот таким, какой ты есть, взрослым, не идеальным. Я принимаю тот факт, что может произойти все по наилучшему исходу событий. То есть, может быть, даже я еще не подозреваю, как хорошо может все сложиться в дальнейшем в твоей жизни, но я также принимаю самый худший вариант моих переживаний и страхов. И вот тут ты начинаешь просто реветь белугой вообще. Тебя накрывает от этого всего. Я принимаю все, что ты не умеешь. Я принимаю все, что ты умеешь. Я люблю тебя любым, даже с твоими недостатками, со всеми твоими проделками какими-то. Все это принимаю, я все это люблю, и вот все идеально, мне этого достаточно. Неделю, короче, я так плакала над его кроватью. Ну, не над его кроватью там страдала, но просто у меня слезы лились, я просто сидела рядом с ним, ему было нормально, ему комфортно. Но мне важно было находиться рядом с ним, вот смотреть на него и думать об этих вещах. Через неделю, я не помню, там какой-то был уже день точно, я села, я снова это все проговорила, и меня отпустило. И после этого, Илья, мне так легко стало. Я тебе писать не могу. Я в тот момент поняла, так, вот что такое принятие. Принятие — это не состояние «я буду сражаться с аутизмом». Принятие — это «у нас все будет классно, мы победим всех, и прям вот будет наивысший балл». Это же не только про аутизм, это вообще про детей и про любой возраст родителей. И про принятие ребенка в том или ином контексте жизни. Ну, это получается, вот как я сейчас услышал, это вот молитва женщины, матери о своем ребенке. Это диалог с ним, и это диалог, наверное, с большим миром, с собой. И это вот такая молитва султана. Можно там какую-то авторскую какую-то вот повесить здесь бирку точно, и это прям молитва. Я благодарю, кто будет смотреть, я рекомендую искренне там всем женщинам, матерям, не только с диагнозом, да, что вот эту легкость матерям, да, то есть мамам нашим дорогим,
испытать, и не обязательно, чтобы у них там дети были с диагнозом, там, например, аутизма. Это многим мамам, скорее всего, в принципе, снимет напряжение. Потому что женщина, которая живет в напряжении, она там... Да и вообще Женщина, вот эта которая живет в история, напряжении, это... это ужасно, это невыносимо тяжело. Как можно вообще это вот все это вынашивать долгое время? Когда приходят на консультацию, я вижу, что мамы сдерживаются от слез, я прям подставляю салфеточки, я говорю, пожалуйста, начинайте. Ну, то есть надо, куда-то это надо деть. Я же не буду вас осуждать. Я вас прекрасно выгрузить вот понимаю. это все Да, чувство. выгрузите это. Мне не жалко, пожалуйста, вот салфетки бесплатные, пользуйтесь. Вот. И мне очень хочется, чтобы они не сдерживались. Это не стыдно. А что здесь стыдного, если маме плохо, если она устала, если она переживает за ребенка? Это не стыдно расплакаться-то. Маме, женщине, человеку. в Да, конце почему концов. нет? Почему-то... Как ты перешла вот от женщины, которая всесильная, условно говоря, всеможешь, все такая прям... Знаешь, этот кусок из фильма Это- этого Человека-паука, когда он сидит такой, я не Человек-паук, я просто Питер Паркер. А Вот по-русски если... Я просто Питер Да, Паркер. Я просто мама, я просто Султана, я... Просто женщина, Да, я просто человек, я просто женщина, да, и я не сверхчеловек, я не сверхмама, я не сверхспециалист, я обычный человек. И мне тоже тяжело. И я тоже могу не справляться, я могу много чего не знать. Я до сих пор учусь, до сих пор, имея международный статус супервизии. Мой наставник, главное, я до сих пор с ней созваниваюсь каждую неделю, я до сих пор у нее учусь, я до сих пор продолжаю этот путь. Нету такого момента, Твой когда я наставник, такая, ну все. это- Ну, мой наставник именно в моей профессии Да, поведенческого анализа. Мы с ней с Международный 2000 эксперт, да? Да. Мы с ней с 2017 года. И я не собираюсь с ней прощаться. Я надеюсь, она тоже не будет со мной прощаться. 2017, то есть это больше уже там Ну, 7-8 лет 8 экспертизы. лет, да, получается? Да, 8 лет, которые ты берешь международный опыт, аккумулируешь у Да, себя. да, В принципе, да. ты еще аккумулируешь у себя каждый день это в доме, да, то Мгм. есть каждый день это на работе. Да. Как вот это все каждый день на тебя влияет? И раскрой, пожалуйста, свой опыт вот экспертный. Хочется здесь пошире взять. И Что куда я- ты смотришь вперед? То есть чем бы ты хотела полезной быть обществу? Мгм. Какой твой вот трек, это не русское слово, этап следующий, там 10-12 лет ты прошла, Мгм. вот так лет на 10 следующих, что ты видишь и что ты видишь можешь дать родителям, детям, Мгм. вы можете дать, и чтобы ты порекомендовала родителям, в том числе и детям, за эти 10 лет следующих. Я не смогу рассказать тебе про один пункт из этих 10 лет, потому что я не из тех людей, которые любят рассказывать о грандиозных планах. Не знаю, почему-то я вот не люблю это делать. Я Мгм. вот сделаю, и вы потом посмотрите, скажете, как вам, да? Я просто буду делать. Как вот Эля мне, по-моему, сегодня утром сказала, говорит, знаешь, как одного человека он мне привел в пример какого-то корейского предпринимателя, по-моему, организатора большого предприятия. Я сейчас могу какие-то детали напутать, но суть в том, что он говорит, я никогда не ставила себе глобальных целей. Я каждый день по чуть-чуть. И я вот прям полностью разделяю, я устала от глобальных целей. Я вот так тебе хочу. Я устала от вот этих вот давайте сделаем невероятно. Давайте сделаем то, что улучшит нашу жизнь вот в ближайшую неделю. Давайте вот этим займемся моментом. А потом, глядишь, так за целый год мы много всего сделаем. Давайте не будем надевать на себя плащ спасателя и кричать на весь мир, что только мы и никто другой. Давайте не будем этим заниматься. Давайте просто делать то, что мы умеем делать хорошо, и, глядишь, нас много наберется таких. В вашей философии Центр Султана, получается, вы не говорите, что вы лучшие? Ну, я бы так сказала. Я подвергаю критике всегда то, что мы делаем, потому что всегда можно делать лучше, и всегда есть тот, кто сделает лучше. Да, даже если я не знаю, кто это, сейчас я знаю, кто может делать лучше, но... Кто, если не секрет? Ну вот я сейчас равняюсь там, допустим, на организацию FTF. Это американская организация доктора Грегори Хендли. То, что они сейчас делают, это для меня, это круто. Это мировые уровень. титаны, мировые Да, одна из таких легенды в этом но направлении. я бы сказала, сейчас на данный момент он такая важная фигура в прикладном поведенческом анализе, который внес такой вклад в науку, который останется там навсегда. То есть это вот все, знаешь, как исторический факт. Такой произошло определенная смена там парадигмы, какие-то изменения произошли, вот если простым языком, да, и он останется там навсегда. Вот уйдет он из жизни.
оно останется. И для меня это вот очень важный такой момент. Я на них смотрю, я у них учусь, и мне нравится то, что они делают. Ты ориентируешься на лучших в мире. Да, если учиться у лучших. Да? Это мой Мощно. такой лозунг. Да. Я Если помню, учиться когда лучше. Твой супруг тоже пришел также учиться. Да. Элим — это человек, который является, я не знаю, такой, знаешь, как будто бы внутренняя вера нашего проекта. И когда он говорит: вы лучшие, вы крутые, вы, ну вот про нашу команду, да, про всех эти, может быть, я не то чтобы не верю в это, я в это верю, но я как будто бы так, может быть, мы не самые лучшие, знаешь, так типа. То есть есть закладываешь сомнения, да, еще? Да, всегда закладываю сомнения, да. А он в этой позиции очень тверд, говорит: нет, я уверен в этой позиции. Может, так и должно быть? Я не знаю. Кто-то же должен Может, быть. баланс какой-то. Может быть, да. Не знаю. Ну вот как-то так. Точнее, я с этим сталкиваюсь в своей личной жизни. Ну да. Чему я это говорила? Ты говорил про планы. Вот в ближайшие, там, допустим, десятилетия моя роль, как я это вижу, если смотреть область взаимодействия с родителями, то мне очень хочется показать сторону как раз родительства и материнства, вот это вот не идеальное, когда мне тяжело смотреть на вот эти страдания родителей, и мне хочется им помочь облегчить это. Пусть это будет лишние 10 минут плача в тишине, да, и станет полегче. Может быть, это будет какая-то беседа о том, что у них не получается, что они не идеальные и не справляются так, как другие там где-то в рилсах и в роликах, которые там решили раз и навсегда проблему и живут счастливо и ушли в закат красиво, а у них так не получилось. Вот, я не знаю, что это будет, но что-то такое, что им облегчит эту жизнь. И второй момент, касающийся с родителями, это снабжение их настоящей полезной информацией, которая поможет им не тратить время на бесполезные действия. Когда они приходят и начинают плутать. Один специалист говорит: бейте его, другой специалист говорит: кусайте его в ответ, третий специалист говорит: игнорируйте его, четвертый специалист говорит: вообще туда не ходите, пятый специалист еще что-то говорит. И они не понимают, кого слушать. Они понимают, почему. Потому что мало информационной базы. Если бы они могли эту базу где-то брать, накопить, они бы смогли критическим мышлением просто взвесить все эти рекомендации и понять, какой из них имеет какой-то фундамент под собой, а что является просто мнением какого-то отдельного специалиста. Да? То есть вот этот момент. А вторая сторона... Это просветительская деятельность. Да, просветительская деятельность. Вы будете просвещать как да. нашей страны дальше. Да. А со стороны профессионала я давно перестала быть узким горлышком, таким, знаешь, типа в своем центре вот этот вот супервизор, через горлышко которого вот все проходит, да, вот прям все, я все контролирую, вот каждый урок, каждую программу, каждую цель ребенка. На самом деле это создает очень большой дискомфорт для всех. И когда я поняла, что команда начинает расти, а я остаюсь вот этим ключевым элементом, на который все сверяются, я просто поняла, что а если их будет еще больше? И у меня-то не растягивается внимание. У меня как были 24 часа в сутки, так и остались. Я не могу размножиться, я не могу располовиниться на все это. И встал вопрос о том, что мне нужно растить такую команду сильную, с которой я могу вот так садиться за круглый стол и слушать их мнение. То есть: а ты что думаешь, а ты что думаешь, а ты что думаешь, а давайте все вместе примем решение. И чем больше будет таких людей, единых в одной системе, в одной команде, вот здесь ключевой момент, тем лучше будет эффект от наших действий. Не только внутри вашего центра, не только с кем вы работаете, но и во внешнем, то есть да. для большого количества родителей. Да. Зависимости меньше становятся, они становятся полноценными фигурами, которые могут принимать ключевые решения, и нам легче будет, нам всем легче от этого будет, и дети будут получать больше и лучшую квалификацию. Ну и плюс ко всему, мечта взрастить большую, высокопрофессиональную команду ведет меня к тому пункту, который я как раз не могу пока что рассказать, но если это реализуется, это будет очень круто. Классно. По крайней мере, для нашей 14 страны. ноября 2025 года, и мы зафиксируем здесь, что есть некая мечта, образ цели, вдохновляющий тебя, которая будет являться полезной для нашей страны. Ты сейчас его уже там проявляешь. Мы зафиксировали просто для того, чтобы через 5 потом замерить. Я реально восхищен, что мне довелась сейчас возможность честь такая именно с тобой так в диалоге. А я, кстати, не успела сказать-то, что я-то тоже благодарна за эту возможность, потому что мне с тобой очень интересно беседовать. Во-первых, мне легко,
Во-вторых, ты очень интересный собеседник. Ты как-то это делаешь не наигранно, не постановочно, не оттарабаниваешь просто там вопросы какие-то, которые ты там выписал себе. Да я еще ни разу не дошел. Вот я же про это и говорю. Я говорил про это. Вот, и мне приятно, мне кайфово. Я даже где-то волнуюсь, но волнуюсь не потому, что там что-то такое я боюсь, а просто, как-то интересно. В первый раз я пришла, я не знаю, о чем будет вообще речь. То есть мне вообще ни слова не сказали по этому поводу. Вот, и как-то волнительно. Но эмоциональный подъем, он классный, потому что это не какая-то такая типа внимание, запись, да, поехали, первый вопрос какой-то. А вот именно такая непринужденная беседа, мне нравится. Спасибо тебе большое, что ты... Да, я тоже благодаря, я сейчас растроган, то есть, Да? честно, да. Классно. А еще я восхищение выдам, потому что, то есть, мне важно это проговорить сейчас в эфире, так как я являюсь другом вашей семьи, да, то есть я очень благодарен за это, и Елему, и тебе, за то, что могу входить в дом, да, то есть и видеть вот это, учусь у вас коммуникации вашей потрясающей в том числе, да. Знаю, что вы за мной наблюдаете, в разных интерпретациях. Да. Это тоже благодарность большая, знаешь, так Всевышний Бог нам дает обратную связь. Я восхищен твоей верой, вашей верой, потому что мне довелось один вечер побыть с Умаром в машине и с вашими детьми 1 на 1, да, то есть и когда у него как раз случился кризис, да, то есть, приступ. Ты видел этот момент? Я проживал его. Это, то есть, человек, который там сидит на заднем сиденье, да, ребенок в каком-то там возрасте, наверное, 10, 9 или 12 лет, напрыгивает сзади, да, то есть, и вцепляется зубами, вот выкусывает чуть ли не щеку, и я, может быть, чуть-чуть болезненную сейчас тему затронул, но... Нет, все в порядке. Я к тому, что я настолько поражен, что это мне там мир дал почувствовать в течение всего лишь короткого времени. И я, с одной стороны, ужаснулся. С другой стороны, я абсолютно был шокирован, что делать в этом случае. Единственное, что меня спасла, это ваша знакомая, которая пришла и внутренним своим состоянием просто погасила агрессию Умара. Я был сильно удивлен. Но я восхищен тем состоянием, тем путем, который вы идете. Вот, я со своей стороны хочу пожелать вам удачи. У меня есть каверзный вопрос, он не мой, но я его задам, протранслирую. Вы как родители, ты как мама, есть ли шанс сойти с этого пути или там не справиться? Какой каверзный вопрос, реально. Не знаю, Илья, я не знаю. Если я отвечу однозначно, вот я внутри себя, да, отвечаю как-то, выбираю либо тот вариант, и я не уверена ни в том, ни в том. Я не знаю. Да, я благодарю тебя за честность, что мне самому то есть страшно задавать такие вопросы. Но есть определенная в этом проблематика, тем более, когда человек растет, и мы не знаем, что там, да, то есть я-то вообще прям... Я здесь теряюсь. Ты знаешь, я недавно поделилась с Элимом мыслями о том, что такая тяжелая фраза, но я ее прям прожила полноценно, в полной мере. Я бы хотела пережить своего ребенка. Я даже сейчас сказала, и видишь, прям эмоции нахлынули. Я имею в виду Умара, потому что я не знаю, как дальше сложится. Я не знаю, к чему мы придем. И мне кажется, что мое мнение может разделить какая-то часть сообщества мам, особенных детей, потому что в этом случае приходит такое спокойствие, что я была с ним от начала и до конца. То есть я его, сопровождала на этом сложном пути, да, моя задача была его сопроводить. Задача такая души, то есть, Да, не в том плане, что я устала от тебя и уходи, да, а в том плане, что а если меня не станет раньше времени, а что с ним будет? А кто о нем позаботится? Как вот это все произойдет? А здесь как будто бы раз и отпустил. Может быть, это тоже криво и коряво. Я не знаю с точки зрения психотерапии, о чем это может говорить. Может быть, это ненормальная мысль. Но она есть. И пока так.
Вот хочется так сказать. Вот. Я тебе очень благодарен сейчас за честность. Это для мамы такое сказать, и для человека, специалиста, эксперта, это... Я признателен сейчас, искренне признателен. А вопрос, поможет ли, как ты видишь, даст ли усилит шанс, возможность ваш путь тебе, твоему роду, там, детям, Умару, супругу, те шаги, которые вы проходите, поменять ситуацию. И, возможно, ваш пример поменяет ситуацию для многих, потому что, скорее всего, такое переживание и такая проблема стоит не только у вас. А вы как ориентиры, маяки для многих сотен точно людей, может быть, тысячи, десятков тысяч. Есть ли какое-то видение, во-первых, видение, как развивать своего ребенка, и чем ты можешь поделиться с большой аудиторией, не только в центре Султана, да, то есть чем ты можешь поделиться с аудиторией, да, хочется дальше задать и продолжить этот диалог. И есть ли какие-то наметки, как таким детям социализироваться или там развиваться, и чтобы их родители уходили отсюда раньше, чем дети? Я поняла твой вопрос. Я уже считаю, что то, что мы делаем, уже оправдано, и оно уже приносит пользу, иначе не было бы такой обратной связи. Я вижу, как огромное количество потрясающих специалистов вовлеклись в эту профессию, познакомившись там с нами, с нашим сыном, с ABA-терапией. Они такие, ух ты, вы и не знали про это, как-то вот чуть ли не случайно попали, увидели, загорелись, захотели и выросли в прекрасных специалистов. Это уже классно, это уже круто. Их стало больше, значит, больше детей получат эту помощь. Что касается родителей, тоже, да, мы много с кем поддерживаем отношения уже очень много лет, и я вижу, что им помогло. Если хотя бы один такой найдется, то это уже же хорошо, правильно? Если на одну семью смогли повлиять. Конечно, но это большое влияние оказывает. Да, поэтому я думаю, что если все останется с таким же энтузиазмом и, как ты говоришь, нашей верой, то, по идее, эффект должен увеличиваться. Что касается советов, как я уже сказала про такое напряжение, да, борьбу и тревожность, то в противоположность я бы поставила такие навыки, как не гнаться за чтением, математикой, письмом и побыстрее подготовиться к школе, принося в жертву эмоциональное и психическое состояние ребенка. Есть такие мифы, что чем более умненький он у нас будет, в плане там академических навыков, тем быстрее он будет соображать, как себя вести. Легче жить будет. Да, легче будет жить и будет счастлив. Но так не происходит. И в принципе, даже если мы отойдем от темы там, особенных детей, что у нас нормотипичными нет такой проблемы, огромное количество семей рассказывают о том, что их отдают на всевозможные секции, кружки, да, реализовывая свои личные мечты, да, и желания, а про счастье там и речи нету, да, а потом мы получаем детей с невротизмом каким-нибудь. То есть есть же такая история. Я сейчас абсолютно не про всех, точно. но она Я как стратег есть. говорю, что, то есть, если ты закладываешь в начале жизни образовательный трек, где академически сильно много там требований, да, то есть всю жизнь не учитываешь, как она вообще, образ этого. Да. Если нет образа, жизнь безобразна, говорят, да, без образа, да, то есть вот это про это мастера. То, конечно, здесь на старте, как в спортсменах любых, да, то есть где-то можно просто перегореть. Да. И это перегорание, как в бизнесе, то есть выгорание случается, и все, и человек там... Я закончился, я устал, я больше так не могу, да. И очень часто наших детей с детства, то есть у них же там, по сути, нету такого полноценного детства, обычного побегать, поиграть, повеселиться. Там они с детства ездят на занятия, на кружки всевозможные, на к логопедам, дефектологам, терапистам. Они занимаются. То есть у него все утро, весь день это занятия, все должно быть на пользу, все должно быть продуктивно, все должно быть со смыслом, нет времени безделью. И получается, что к определенному возрасту ребенок просто все стопой, ребят. Я закончился, все, и начинает кризис. Ушла. Да. А по сути должен быть баланс. Не надо проваливаться ни в ту крайность, ни в ту крайность. То есть держите баланс. Если ребенку должно быть и в удовольствии, ему должно быть радостно, он должен быть счастлив в какие-то периоды своей жизни. Нельзя так делать план, когда все вроде бы настолько продуктивно, что там даже улыбки нету, да.
И очень часто это коррелируется с состоянием родителя, который возглавляет эту терапию, потому что когда ребенок Родитель так, возглавляет терапию. ну то есть Он он распланировал да, такой да. план. Ребенок весь уставший, да, то есть он там, у него план, как у взрослого там Мгм. школьника, да. Мгм, мгм. Ты смотришь на маму или там на папу, Мгм. да, по-разному бывает. И я спрашиваю, а как вы умеете отдыхать? Вот давай, как ты умеешь отдыхать? Вот, я классно научилась отдыхать, кстати. Да? Да, я очень люблю. У меня, знаешь, прям целые ритуальчики такие. Я выключаю свет. У меня дома вот этот большой наш проектор, там на 3 метра или сколько он. Да, фильм хороший. Вот, я ставлю себе очень вкусный зеленый чай, такой, причем очень красивый чайничек, такой, знаешь, с этими со свечками, там, что прям красиво, обязательно эстетика должна быть, теплый пледик, у меня какие-то вкусняшки там есть. И я включаю себе дорамы, корейский либо китайский, и все, и я прям отдыхаю. Это полный кайф. Масочки какие-нибудь обязательно. Знаешь, ну прям вот Дома мы all женщинный запах. inclusive. Сейчас почувствовала. Да, это просто кайф. Да, так Главный, что. наверное, вопрос, один из главных вопросов с точки зрения профессиональной темы. Аутизм лечится или нет? Не лечится. Не лечится. Мгм. Угу. А из профессионального сообщества люди или компании, извини, там Организация. организации, да, которые Мгм. обещают, там, вылечим вашего ребенка за столько-то, то есть это как? Это Это фанаты? лечение под ключ, вот это, знаешь, Да, меня вот. так это забавляет всегда. Ну вот из тех кейсов, которые у меня были, реальных кейсов, вот реальные дети, реальные родители, реальное предложение под ключ, ни разу не было такого, чтобы они это реализовали и нам привезли нормотипичного ребенка. Мгм. А они допускают ошибки? То есть вот в убеждениях сначала внедряют в сознание родителей, что мы вылечим там условно за год, это стоит столько-то, а проходит год, они приходят к вам, и что происходит? То есть как ты видишь, есть ли искажения у этих родителей? С чем Ты имеешь в виду, приходится? поменяли ли они свой взгляд теперь на это? Да, или да, то есть или у после них этого? выросло недоверие условно. Разочарование наступает полнейшее. То есть, представляешь, тебя, по сути, такое ощущение, как будто тебя мошенники обманули. Сколько это стоит? Ой, по-разному. Ну, Вот ценники, это которые я вот. встречала, не меньше 300 тысяч рублей. Это самый Это дешевый что, 300 вариант, тысяч который я видела. рублей? 300 Вот. тысяч рублей, нет, это было за какой-то курс, там то ли 3 недели, это было, то ли 2 недели. 300 тысяч. 300 тысяч, да. И самый большой ценник, который я встречала, это было 3 миллиона. И это было за курс терапии, по-моему, месяц, кажется. И причем здесь было по-разному. Кто какие-то манипуляции делает, начинает от остеопатии, которая сама по себе, да, то есть может иметь и положительные, как сказать, положительную обратную связь, Мгм. но она преподносилась так, что как бы вот столько-то сеансов, и ваш ребенок абсолютно нормотипичный, да, и заканчивая какими-то уколами, таблеточками, какими-то там стимуляциями мозга, после которых обещали получить абсолютно здорового ребенка. Но самый, наверное, топ, знаешь, из всех случаев, который был, мы просто в тот момент, я думала, а что так можно было вообще делать? Ну, то есть, и меня удивляло, что колоссальное количество людей, представляешь, насколько они пользуются надеждами родителей, что большое количество родителей верили в это, потому что им просто хотелось в это верить. Ну да, то есть нужна вера же, без веры. Да. Вообще. И там была ситуация такая, что ребенку провели сеанс, один сеанс, я даже не знаю толком чего, это было в другой стране. И им сказали так, формулировка была: все, значит, он теперь уже нормотипичный, он здоровый, вот прям здесь, на кушетке, понимаешь? Все, он вылечился. Просто надо теперь подождать. Сколько, неизвестно. И все. Хороший метод. Офигенно. Ну, извини, я... Да, ну то есть ты понимаешь, без да, в кавычках, комментариев. это ужасно. И они приехали, говорит, нам больше не нужна терапия, потому что нам сказали, что все, он вылечен, надо просто подождать. И ты стоишь в этот момент, обнять и плакать. Вот как? Просто воспользовались доверием родителя. Это ужасно. Это ужасно. Из последних случаев тоже там была ситуация, когда обещали ребенка абсолютно там все сделаем красиво. Возвращается ребенок, и никакой красоты там не было, стало хуже. Обидно. Скажи, пожалуйста, если бы тебе поставили на уровне там нашей страны, государства задачу решать, работать в направлении аутизма, но на федеральном уровне, с чего бы ты начала, какой план? Так, меня не готовили к такому собеседованию. Контракт будут заносить? Снег. С аналитики, сбор данных.
У меня нету данных по стране, у меня есть данные в рамках моей организации, и я могу принимать решения в рамках моей организации. Мгм. Но моя организация — это не вся страна. Мы же ездим в разные регионы, и я вижу вот такую разницу. То есть если я в Москве провожу первичную консультацию, и я веду совершенно другой темп этой консультации, я объясняю более сложные вещи родителям, это позволяет ситуация сейчас. Но когда я уезжаю в Якутск, или мы были там в Ханты-Мансийске, или вот сейчас мы вернулись с Ингушетии, Мгм. я не объясняю такие вещи, потому что информационное поле там меньше. Знание, опыта. Да, и там вопросы в большинстве случаев на уровне «скажите, пожалуйста, а мой ребенок нормальный или Мгм. нет?». Подобные вопросы были лет 7 назад в Москве. Сейчас таких вопросов я вообще не встречаю. Они приходят уже подготовленные, у них порой даже список методов есть, у них есть рекомендации, Мгм. есть видение, они хотят узнать детали, погрузиться. Когда я приезжаю в регионы, мне приходится объяснять вещи, которые я 7 лет назад в Москве объясняла. Это не потому, что там родители такие, да, недалекие. Нет, конечно, такие же родители. Просто информационное поле в Москве гораздо сильнее, чем то же самое в отдаленном регионе. И им нужно больше времени. Поэтому мне нужны данные по стране, нужно понять, с Данный чем мы раз, работаем. да, согласен, что еще. Да, какой уровень помощи, какой уровень информационного обеспечения родителям, потому что знаешь, как это получается, вот когда открыли закон ресурсного класса, да, и сделали законом, то есть все, вы можете приводить свой ребенок, вы можете добавлять его в инклюзив, все, вам дали полное право, пожалуйста, школы открыты для детей с особенностями развития. Мгм. Сделали ставки тьюторов, то есть все узаконили, все супер, казалось бы, можно было радоваться. Но внутри системы не было профессиональной подготовки кадров для того, чтобы это реализовать. То есть возможность дали, место дали, закон дали, а Кто делает? кто это будет делать, кто будет учить и кто будет супервизировать этих людей. Недавно мы разговаривали с одной мамой, которая очень классный пример привела. Есть один регион, сейчас не будем говорить, это северный регион, они получают огромное финансовое обеспечение в этом регионе. Он действительно очень богат этим, и там эти деньги вкладываются в реабилитационные центры детей. Они огромные там. Мгм. То есть реально очень много возможностей. Она говорит, кабинеты укомплектованы, просто нафаршированы всевозможными современными пособиями, игрушками, все дорого, все качественно, настолько красиво, современно. Спортзалы просто сказка и загляденье, мечта, может быть, даже для каких-то американских центров, настолько все классно. Но уровень подготовки специалистов вообще не дотягивает. Он как был изначально, без этого всего, так и остался. То есть им даже выделили бюджет на обучение, то есть как бы пройти курсы, но не поставили человека в системе, который будет супервизировать это все, который будет управлять этим. Управленец должен Координировать. понимать, Мгм. он должен разбираться в этой системе. То есть, грубо говоря, если у меня будет 10 стажеров, специалистов с первым модулем, и вот я буду или какой-то другой, допустим, супервизор грамотный с опытом, он сможет вырастить из этих специалистов качественных мастеров и сможет дать качественную терапию детям, потому что он будет супервизировать это, он будет руководить, управлять этим процессом, даже с учетом того, что у них только базовые навыки, базовые знания, да, в этом. Но если мы возьмем этих специалистов и уберем управленца оттуда из системы, они будут делать совершенно не те действия и эффективно. Зачем это государству, какие риски закрываются? Ну, ты как стратег, ты как человек с видением уже, с опытом, и ты видишь, что эти дети же растут, и их дальше социализировать необходимо. Получается, что у нас есть такая проблема, когда дети подрастают с очень низким уровнем навыков и огромными дефицитами, с проблемным поведением, которое, естественно, прибавляется, да, со временем. К определенному возрасту родители не вывозят это, и перед ними встает вопрос ПНД, то есть это интернат, это психиатрическая лечебница, потому что мы больше не можем. Иногда это на грани жизни и смерти, Илья. Я иногда такие случаи читаю в родительских чатах, о которых рассказывают родители просто вот крича, потому что им некуда обратиться за помощью, никто им не может помочь с этим. Они остались один на один с этим. И они говорят, мы просматриваем любой вариант, а знаешь что, а там нет мест.
Хотя эти места далеко не самые лучшие для наших детей. И то это я очень сейчас мягко выразилась. Огромное количество историй есть, да, пожалуйста, погугли, не очень лицеприятных, да, Да, отношения, ситуаций, да, да. отношения к детям. Поэтому сказать, что это какое-то место мечты, нет. Это скорее вот, ну, а что у нас еще есть? Да, куда нам обратиться за помощью. Индивидуальную работу со специалистами высокого класса, во-первых, не каждый может себе позволить. Да. Это первое. Второе, таких специалистов еще меньше, чем те, которые работают с маленькими детьми по понятным причинам. Ну и в-третьих, даже если они есть, их мало. То есть у них очень быстро забивается время, и как бы попробуй еще там выбей себе, да, какой-то часок другой. И это не всегда тоже спасает ситуацию. Поэтому получается, что если у нас будет квалифицированная помощь на ранних этапах, и мы сможем сократить количество действительно тяжелых ситуаций, да, тяжелого проблемного поведения, обучить детей как можно большему, я говорю, не в плане вот, если мы всех будем учить, у нас 100% детей выйдет в норму, и будет у нас все классно, и у нас вообще не будет детей. Да не будет такой истории. Но мы можем улучшить эту статистику и сделать их более высокофункциональными, более адаптивными к среде. Они могут жить в семьях, в безопасных условиях, и у семьи будет комфорт жизни, то есть у них не будет потребности куда-то его деть, потому что невозможно или там страшно с ним оставаться наедине 24 часа в сутки. Да? Вот, это первый момент. И получается, что здесь мы закрываем этот вопрос, у нас не будет такого наплыва, таких очередей, такой проблемы. А второй момент, если мы говорим о категории изначально высокофункциональных детей, которые вообще на многое способны, у них больше перспектив, то мы можем стремиться к тому, что эти люди могут занимать рабочие места, особенно места, где большая текучка, где рутина присутствует, где нету вот этого, знаешь, социального роста какого-то, за которым многие Гонятся, люди да, то есть с расстройством потребности аутистического такой, да, у них нет в этом потребности. Если у них есть предсказуемая работа, где они чувствуют кайф, где у них успешность, они могут проработать на этом месте огромное количество нужность лет. свою. То есть Да, ещё. я помню много лет назад эту конференцию, которую проводил Дэвид Геслок, точнее, свое выступление на конференции, и он рассказывал об опыте как раз трудоустройства людей с расстройством аутистического спектра у них, и у них есть организация, которая помогала адаптировать взрослых людей, то есть их подготавливали к рабочему месту, выделялся человек, который приходил на рабочее место, помогал адаптировать его под особенности, да, потребности этого человека взрослого, контролировал процесс, что человек полностью введен, он все понимает, он все соблюдает, все ему понятно, никаких проблем нет, полностью выполняется ТЗ, которое дано, да, человеку на рабочем месте, и он удаляется, все. И получается, что они таким образом сократили большое количество текучки у работодателей. Потому что эти люди максимально постоянны. Если они что-то делают, они делают это очень качественно и очень хорошо. Удивлен. Да. Получается, что как минимум эти 2 пункта уже можно закрыть. Но для этого нужно пересматривать как систему преподавания, так и систему управления этими организациями. Это самое главное. Недостаточно просто набрать по объявлению людей с достаточным там количеством сертификатов или подписей в дипломе. Этого недостаточно, так не работает. А что есть достаточно? Достаточно, когда есть управленец, который сам имеет опыт, сам может опуститься, как я говорю, на коленочки и сделать ручками и показать, как это работает, не боится этого и сам повышает квалификацию. Потому что, допустим, наука, она не стоит на месте. Вот даже там моя, да, EBA-терапия, она не стоит на месте. 10 лет назад это одно, спустя 10 лет это совершенно другое. И еще через 10 лет будет другое. Если придет управленец, который скажет, я все знал, я учился 20 лет назад, вот у меня диплом, как бы я знаю, что делать Да, надо. компетенция, квалификация, понятно. Это была Султана Сидосманова. А контракт будет? Ты шутила. Контракт будет. Я не задал половину вопросов, Да, которых мы успеваем? хотели, но время, да, сейчас Да. 8. Я, Надо во-первых, повторить, Илья. да. Хороший финал надо повторить. Да. Я выберу другое платье, другой наряд. Так. Мы с тобой заново все снимем. Всё. Обратная связь. Мы сегодня сняли с тобой первый твой подкаст, ну, со мной. У тебя не первый подкаст, да? То есть вот что ты хотела, что получилось, что не получилось, что хочется Ой, лучше. это было так по-домашнему, это было интересно, это было про реальную жизнь.
И это было вне рамок вот этой узкой специализации и профессиональных каких-то формулировок. Мне очень понравилось, что ты в некоторые моменты меня останавливал и пояснял какие-то моменты, потому что я-то в этом каждый день, и мне кажется, что это всем понятно, это так банально, это уже все знают. А люди могут просто услышать какую-то формулировку и такие: «Ой, опять нас учат воспитывать детей». А я не хочу учить кого-то воспитывать детей. Не надо. Вы все нормальные, вы все классные, вы все Их умнички. можно только любить, да? Да, их можно любить, понимать, поддерживать, подкидывать какие-то инструменты, когда им это реально нужно, да, а не нравоучать, что опять вы что-то сделали не так, опять вы запустили своих детей, да что ж это такое, да, вот вы совсем не знаете. Вот я знаю, сейчас я вас научу. Мне бы и самой не понравилась такая позиция, и с точки зрения даже поведенческого анализа вряд ли это сработает. По сути, это такое наказание. Сразу сделала кучу замечаний. Если ты в следующий раз будешь с кем-то там делать интервью, о чем бы ты хотела поговорить, какие бы вопросы осветить? Как интересно ты сформулировал свое участие в следующем интервью. Мне так нравится, как ты ненавязчиво. Я, кстати, не... Кто тебе сказал, что я рассматриваю кого-то другого? Так что я надеюсь, что мы с тобой на следующем Какие бы интервью вопросы ты хотела бы осветить? А можно вот по твоему видению? Хорошо, я понял. Хорошо? Спасибо Я тебе огромное. полностью доверяю. Мне, да, очень приятно, во-первых, было сегодня провести с тобой эти несколько часов вместе Мгм. и за пределами студии, и здесь. И я удивлен твоей насмотренностью, твоей компетенцией, твоим путем и насколько ты лучезарна Спасибо. в текущий момент времени в сей час. Спасибо тебе за это сей час. Спасибо. Я поехал встречать любимую женщину. Хорошо. Я поехала к своему любимому мужчине. Отлично, снято.